Было ли это просто истощение, продуманное преображение или безмолвный крик о помощи, превративший его в почти неузнаваемого человека после «Ариран 2026»? Изменение настолько тонкое, но в то же время настолько глубокое, что фанаты начали покадровый анализ, стоя рядом с ним в демонстративном молчании и отказываясь объяснять, что на самом деле произошло. Этот вопрос разгорелся в глобальных лентах новостей через несколько минут после начала трансляции «Ариран 2026», события, изначально рекламируемого как культурное зрелище, прославляющее наследие, искусство и национальную гордость. Однако к тому моменту, когда камеры погасли и заключительный фейерверк рассеялся в дыму над горизонтом Сеула, в памяти миллионов осталась не хореография, не оформление сцены, даже не тщательно продуманное оркестровое сочетание традиций и поп-музыки, а лицо Чингука. Или, скорее, его изменение. Наблюдатели описывали его как тонкое, но неоспоримое. Его поза казалась сдержанной. Его взгляд был отстраненным. Обычно излучаемая им уверенность казалась приглушенной, словно пламя, намеренно приглушенное. Была ли это зрелость? Усталость? Или что-то более глубокое? В течение нескольких часов хэштеги, ставящие под сомнение его состояние, вышли в мировые тренды. ARMY, культурные критики и аналитики индустрии развлечений начали задавать один и тот же вопрос: что изменилось? Интрига усилилась, когда Ви, известный своей эмоциональной откровенностью и поэтической прямотой, отказался вдаваться в подробности, когда к нему после мероприятия коротко подошли репортеры. Он мягко улыбнулся, кивнул и сделал расплывчатое заявление о росте и размышлении. Рост чего? Размышление о чем? Его отказ от подробностей лишь усилил атмосферу таинственности. Чтобы понять, почему этот момент вызвал такой сильный резонанс, необходимо рассматривать его в контексте истории BTS, группы, чья эволюция была столь же тщательно задокументирована, сколь и эмоционально насыщена. От юношеского неповиновения до философской саморефлексии их история всегда разворачивалась на виду у публики. Каждая стрижка. Каждое изменение в текстах песен. Каждая пауза между вдохами. Чингук, которого часто называют «золотым Макне», всегда имел особое символическое значение – стойкость, постоянство, безграничная энергия. Так почему же после Ариран 2026 многие почувствовали, что этот символ раскололся? Психологи, изучающие исполнительское искусство, отмечают, что громкие культурные события могут оказывать чрезвычайное давление. Ариран 2026 был не просто концертом. Это был символ национальной идентичности, транслировавшийся по всей стране. Роль Чингука была центральной, он сочетал современную хореографию с традиционными мотивами. Хореография требовала физической точности, сочетающейся с эмоциональной сдержанностью, баланса, отражающего напряжение между наследием и глобализацией. Несколько исследователей исполнительского искусства отметили, что интерпретация Чингуком центральной балладной части немного отличалась от видеозаписи репетиции. Его темп был немного медленнее. Его дыхание было заметно, почти отчетливо. Его глаза, обычно динамичные, задержались в задумчивой неподвижности. Был ли это преднамеренный художественный выбор внутреннего, или свидетельство чего-то внутреннего, разворачивающегося внутри? Крупные планы широко записанные фанатами крупные планы широко распространились. Выражение лица Чингука колебалось между напряженностью и тем, что некоторые описывали не как слабость, а как уязвимость. Разница важна. Открытость. Уязвимость предполагает открытость, трещину, через которую прорывается подлинность, неспособность. Слабость подразумевает неспособность. Неспособным. И Чингук не выглядел неспособным. Он выполнял каждое движение с технической точностью. Исполнял каждую ноту. Он безупречно исполнял каждую ноту. Ауре изменилась. И все же что-то в его ауре изменилось. Присутствие Ви в тот вечер ощущалось как защитное, почти наблюдательное. Во время переходных сцен камеры запечатлели мимолетные взгляды, которыми они обменялись. В одном из фрагментов рука Ви на мгновение коснулась плеча Чингука, прежде чем он занял нужное положение. Это длилось меньше секунды, но породило бесконечные предположения. Было ли это успокоением?
или просто подсказкой, неправильно истолкованной, или просто хореографией, неправильно истолкованной публикой, жаждущей ответов. Позже инсайдеры рассказали, что репетиции были необычайно интенсивными. Было объединение многовековых Целью постановки было объединение многовековых мелодий Ариран с современной звуковой архитектурой. Это слияние потребовало не только технической подготовки, но и культурной чуткости. Сообщается, что Чингук погрузился в исторические исследования, изучая традиционные вокальные интонации и происхождение текстов песен. Могло ли эмоциональное напряжение от этого погружения изменить его? Что артисты, культурологи утверждают, что артисты, глубоко взаимодействующие с родовыми материалами, часто переживают переосмысление своей идентичности. Объединяя личное творчество с коллективной памятью, они сталкиваются с родословной, ожиданиями и наследием. Будучи еще молодым, но уже всемирно известным, Чингук, возможно, усвоил это бремя глубже, чем ожидал. Но если это так, почему Ви отказывается это сформулировать? Все ли в порядке с Чингуком? Когда его прямо спросили, все ли в порядке с Чингуком, Ви просто ответил: он там, где должен быть. Но не проясняющий философский ответ, но не проясняющий ситуацию. Специалисты по коммуникациям подчеркивают, что молчание редко бывает нейтральным. Оно может сигнализировать о защите, уважении к частной жизни или стратегическом контроле над нарративом. В высококонкурентных развлекательных экосистемах двусмысленность часто сохраняет как мистику, так и границы. Однако для поклонников, привыкших к эмоциональной доступности, молчание показалось неприятным. Некоторые предположили, что Чингук готовится к значительному творческому повороту. Его стиль на Эрирнг 2026 был заметно сдержанным. Более темные тоны, минимум украшений, волосы, уложенные так, чтобы не обрамлять лицо. Стилисты часто связывают визуальную эстетику с концептуальными изменениями. Может ли это сигнализировать о грядущей эре, основанной на самоанализе, а не на бурной радости? Другие склонялись к более простому объяснению. Глобальный график, предшествовавший Эрирнг 2026, был напряженным. Трансконтинентальные поездки, студийные сессии, благотворительные обязательства. Хотя официального заявления о проблемах со здоровьем не было, усталость может проявляться незаметно. Микровыражения, замедленные жесты, смягченный взгляд. Однако те, кто знает историю Чингука, предостерегают от упрощенных объяснений. С подросткового возраста он балансировал между ожиданиями, колеблющимися между невероятным талантом и сверхчеловеческой выносливостью. Возможно, зрители стали свидетелями не упадка, а взросления. Музыкальные критики, рецензировавшие трансляцию, описали его тембр голоса как более глубокий, насыщенный хрипловатой сдержанностью. Один критик написал, что Чингук пел так, словно вел переговоры с памятью. Широкий отклик. Эта фраза нашла широкий отклик. Предполагают самоанализ. Переговоры с памятью предполагают самоанализ. Примирение, возможно, даже горе. Могла ли программа Эрирнг 2026 вызвать размышления, связанные с семьей, наследием или невысказанными переживаниями? Несколько дней спустя кадры из международного аэропорта Инчхон показали, как Чингук проходит через службу безопасности с медитативным спокойствием. Минимальное общение. Вежливое, но минимальное общение, которое не совсем соответствовало его обычной жизнерадостной яркости. Намеренно беззаботным. Рядом с ним Ви выглядел намеренно беззаботным, тепло приветствуя персонал. Хорошо ли себя чувствует? Когда репортер спросил, хорошо ли себя чувствует Чингук, Ви коротко ответил: он усердно работает. Не страдает. Усердно не борется. Усердная работа. Что выбор слов, языковеды отмечают, что выбор слов в контексте громких событий редко бывает случайным. Усердно работать, выражение «усердно работать» переосмысливает уязвимость как преданность делу, а не тревогу. Оно вызывает уважение, а не тревогу. Оно усилило любопытство. Парадоксально, оно усилило любопытство. Добавили еще один слой. Закулисные кадры добавили еще один слой. Когда осела конфетти. После финального поклона, когда осела конфетти, Чингук ненадолго закрыл глаза и глубоко выдохнул, словно отпуская что-то долгое время затаённое. Ви наблюдал с небольшого расстояния, его выражение лица было нечитаемым. Беспокойство, восхищение, солидарность. Что было сказано позже в этом тихом разговоре между ними, остается неизвестным. Подтверждение. Поддержка. Напоминание об отдыхе.
Напоминание об отдыхе стало более убедительным. Отсутствие объяснений стало более убедительным, чем любое заявление. Вопрос остается открытым. В конечном итоге вопрос остается открытым не из-за скандала, а из-за человечности. Переломный момент. Зрители почувствовали переломный момент к переосмыслению. Приведет ли этот перелом к переосмыслению, самоанализу или просто к взрослению? Еще предстоит увидеть. Грядущая музыка прольет свет. Возможно, грядущая музыка прольет свет на этот сдвиг. Исторически сложилось так, что ключевые трансформации внутри BTS проявлялись сначала в музыке, а потом уже в словах. Остается в памяти. До тех пор образ остается в памяти. Падающие конфетти. Приглушающийся свет с закрытыми глазами. Чингук выдыхает с закрытыми глазами. В тихом солидарном взгляде. Ви наблюдает в тихом солидарном взгляде. Объяснение растворилось. В эту застывшую секунду объяснение растворилось. Его сменило нечто более убедительное. Тайна, сотканная из зрелости. Это и есть самый верный ответ. Возможно, это и есть самый верный ответ из всех. Вопрос оставался нерешенным. Не то, был ли Чингук в доме. Но один вопрос оставался нерешенным. Была ли тень настоящей? Не то, был ли Чингук в доме. Не то, была ли тень настоящей. Избежать домыслов, а намерение сделать. Если они действительно хотели избежать домыслов, они могли это сделать. Ракурсы были изменены. Комнаты очищены. Так почему внешность разделена? Они это знают. Почему же эти почти моменты, что продолжают происходить? Почему силуэт задерживается ровно настолько, чтобы его заметили? На выбор. Почему после всего этого это больше похоже не на ошибку, что если на выбор, то он не случайен. Выбор – опасное слово. Если он не случайен, то потому что если это выбор, то он не случайен. Каждое почти прикосновение. А если он не случайен, то каждая тень, каждое отражение, каждое почти прикосновение несут в себе смысл песни. Следующий поворотный момент произошел не на концерте, а на отрывке песни. Нежный. Чингук поделился коротким фрагментом неизданного трека. Минимальное производство. Нежный. Одна фраза прозвучала отчетливо, даже когда минимальное производство за тобой. Одна фраза прозвучала отчетливо, даже когда свет горит, я стою за тобой. Это интернет замер. Это могла быть метафора, которые не являются автобиографическими. Художники пишут истории, которые не являются автобиографическими. Слишком близкой к инциденту с тенью, но время решает все игнорировать. Эта фраза показалась слишком близкой к инциденту с тенью, чтобы ее игнорировать. Не человека. Несколько дней спустя Тэхён опубликовал фотографию. Просто окно в сумерках. Не человека. Шторы слегка приоткрыты. Просто окно в сумерках. Некоторые вещи выглядят как шторы слегка приоткрыты. Не в том месте. Подпись гласила: некоторые вещи выглядят как тени, потому что ты стоишь не в том месте. Но видно. Без тегов. Выравнивание было слишком без объяснений. Тон слишком синхронным. Выравнивание было слишком точным. Никогда не идентичным. Тон слишком синхронным. Это больше не идентичным. Никогда не идентичным. Это было похоже на хореографию без видимой хореографии. Это больше не был хаос. Разные платформы. Это было похоже на хореографию без видимой хореографии. Одна и та же разные платформы, частота. Разные голосы. Фанаты начали замечать закономерности. Одна и та же эмоциональная частота. Каждый раз, когда фанаты начали замечать закономерности во времени, что-то нежное. Каждый раз, когда спекуляции достигали пика, кто-то из них выпускал что-то нежное. Прямую трансляцию, отрывок песни, наполненную смехом вместо поэтическую подпись. Было ощущение, прямую трансляцию, наполненную смехом вместо ответов. Ситуации принять было ощущение, будто наблюдаешь за двумя людьми, которые не позволили ситуации принять неприятный оборот. Они не подпитывали ее в другое русло. Они не боролись с ней. Затем произошел неожиданный момент. Они перенаправили ее в другое русло, а расположение актеров. Затем произошел неожиданный момент. Кто-то за кулисами разгорелась дискуссия о расположении актеров на сцене. Камеры редко снимают. Кто-то пошутил о слепых зонах на сцене, местах, которые камеры редко снимают. Где можно стоять? Тэхён улыбнулся и легкомысленно сказал: всегда найдется место, где можно стоять, не будучи замеченным. Ты не хочешь, чтобы тебя увидели? Чингук посмотрел на него и ответил: если, конечно, ты не хочешь, чтобы тебя увидели, чтобы спрятаться, комната замерла. Впервые речь шла не о том, чтобы спрятаться, а о контроле видимости. Первоначальная тень не была резкой. Достаточно. Не по центру. Недостаточно. На периферии.
Достаточно, чтобы опровергнуть. Недостаточно, чтобы подтвердить. Достаточно, чтобы существовать. Недостаточно, чтобы опровергнуть. При повторном просмотре одна деталь достаточно, в глаза, чтобы существовать. Тень не убегала. При повторном просмотре одна деталь бросилась в глаза. Медленно. Тень не убегала. Как будто тот, она двигалась спокойно, точно знал, сколько будет запечатлено, а сколько как будто нет. Тот, кому она принадлежала, точно знал, сколько будет запечатлено, а сколько внезапно. Это изменило все. Нет. Случайности происходят внезапно. Смысл заключался не в том, что мы видели, нет, а в том, сколько нам было позволено увидеть. Истинный смысл заключался не в том, что мы видели, а в том, сколько нам было позволено увидеть. Они знают диапазон. Публичные деятели понимают кадрирование лучше всех. Отражение. Они знают диапазоны камер. Так зачем позволять силуэту появляться в поле зрения, отражение не было присутствия? Так зачем позволять силуэту появляться в поле зрения, если целью не было присутствия без заявлений? Присутствие без объяснений о том, что не всему существование без заявлений. Во время напоминания о том, что не всему значимому нужен заголовок. Во время недавнего прямого эфира Тэхён поправил камеру посреди трансляции. Кадр неожиданно расширился. Пустота. Комната расширилась. Затем за кадром раздался слабый тишина. Пустота. Затем за кадром раздался слабый смех. Не его, не громкий. Он отреагировал не как не драматичный человек. Не он его. Отреагировал так, как он отреагировал не как удивленный человек. Он не посмотрел в сторону. Он отреагировал так, как будто к этому привык. Он не извинился. Он не посмотрел в сторону источника звука, как будто ничего необычного не извинился. Он просто продолжил говорить, как будто ничего необычного не произошло. Не опубликовал. Комфорт не дрогнул. Ни прямого эфира. В тот вечер Чингук ничего не опубликовал. Просто тишина. Ни прямого эфира. И иногда тишина, не фрагмента. Это не избегание. Просто тишина. Иногда это подтверждение того, и иногда тишина, что ничего не нужно это не избегание. Тень иногда это подтверждение того, что ничего не нужно исправлять. Тень, которая когда-то сотрясала фандом, теперь кажется символической. Граница между не доказательством, и тем, не отрицанием переживают. Граница между тем, чем делятся, и тем, что просто переживают. Анализом. Почему их слова если бы все было совпадением, неправильным толкованием, чрезмерным анализом, почему их слова продолжают эхом отражаться друг в друге, больше похоже не на раскрытие почему их молчание так гармонично, за тем, что тщательно почему это больше похоже не на раскрытие чего-то скрытого, а на наблюдение за тем, что тщательно раскрывается. Возможно, дело никогда не было в том, чтобы быть пойманным, как мы ожидали. Возможно, дело всегда было в том, чтобы быть увиденным, просто не так, как мы ожидали. Останется ли она тенью?